Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Я с радостью приветствую всех у себя на кухне и на канале «Коллекция рецептов». Издавна на Руси Пасху величали самым главным праздником – Великим днем, Светлым воскресеньем. Одним из традиционных символов этого праздника является творожная Пасха. По способу приготовления их условно разделяют на сырые, заварные и печеные. В прошлом году я готовила рецепт царской творожной Пасхи, приготовленной сырым способом. Этот рецепт очень удачный и необыкновенно вкусный. Рекомендую посмотреть. Ссылку оставлю в описании. А сегодня хочу поделиться с вами рецептом заварной творожной Пасхи. Это настоящее украшение пасхального стола и вкусный сюрприз для сладкоежек. Для начала подготовим кастрюлю для водяной бани. Наливаем в нее немного воды, устанавливаем на плиту и доводим до кипения. А пока вода закипает, в другую кастрюлю меньшего диаметра выкладываем творог, обязательно протертый через сито, мягкое сливочное масло, высыпаем сахар, выливаем домашние сливки или сметану, сырые яичные желтки, у меня тоже домашние, и высыпаем ванилин или ванильный сахар. Смешиваем продукты в абсолютно однородную творожную массу. Можете использовать для этого погружной блендер, но мне удобнее это сделать венчиком. А тем временем вода в большой кастрюле закипела. Уменьшаем нагрев и отправляем кастрюлю с массой на водяную баню. В принципе, можно обойтись и без водяной бани. Для этого устанавливаем кастрюлю на плиту и варим Пасху на самом маленьком огне, постоянно помешивая. Доводим массу до кипения, но не кипятим. По времени это займет минут 15. Но если мы хотим приготовить настоящую заварную Пасху, то лучше готовить ее на водяной бане. Это занимает гораздо больше времени, не менее 1 часа, но результат получается намного лучше. Во время нагревания творожная масса начинает таять и приобретает однородную, довольно жидкую консистенцию. В процессе уваривания масса густеет и больше напоминает густую манную кашу. Спустя час хорошо уваренную творожную массу снимаем с огня и устанавливаем кастрюлю в чашу с ледяной водой. Перемешиваем до тех пор, пока смесь полностью не остынет. Затем добавляем цедру лимона или апельсина, цукаты, промытый и обсушенный изюм. Вместо цукатов по желанию можете добавить обжаренный измельченный миндаль. Массу хорошо перемешиваем. Пасочницу устанавливаем на тарелку, застилаем слегка влажной марлей, сложенной в 2 слоя, и равномерно ее распределяем внутри формы. Выкладываем подготовленную творожную массу в форму. Этой порции идеально хватает для стандартной пасочницы объемом 900 мл. Подворачиваем края марли. Сверху устанавливаем любой гнет и помещаем пасочницу в чашу подходящего размера таким образом, чтобы лишняя сыворотка могла свободно стекать. Отправляем полученную конструкцию в холодильник минимум на сутки. В моем случае прошло 2 суток. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Разворачиваем марлю. Накрываем блюдом, на котором будем подавать Пасху. И переворачиваем. Убираем форму. Аккуратно снимаем марлю, украшаем Пасху и подаем к столу. Преимущество вареной творожной Пасхи в том, что она не содержит сырых яиц и, в отличие от Пасхи, приготовленной сырым способом, может храниться в холодильнике в течение недели. Готовая творожная Пасха очень ароматная, сладкая, довольно плотной однородной консистенции. Вкус очень приятный, нежный и напоминает глазированный сырок. Рекомендую приготовить и попробовать. Поздравляю всех со светлым Христовым воскресеньем и желаю добра, благоденствия и любви вам и вашим близким. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Я буду рада, если вы поделитесь этим видео и напишите свои комментарии. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлист «Пасха», где вы найдете много интересных рецептов. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч и вкусных рецептов!